Привет, ребят! Я Лев, любитель игр, кино и технологий. Сегодня я бы хотел поговорить об одной интересной штуке, которая разделила мою жизнь на до и после. И это Steam Deck. Я бы хотел поделиться идеями о том, будет ли этот девайс полезен в 2025 году, чего от него можно ожидать, какие плюсы и минусы, и рассказать о своем опыте использования в течение года-полтора. Steam Deck, или паровая палуба, что более актуально для меня, это портативная игровая консоль, которую можно взять с собой в дорогу или в путешествие, в зависимости от ваших предпочтений. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Это консоль, которая может запускать тонну игр из библиотеки Steam, и многие из них идут в хорошем фреймрейте, значит, тебе будет достаточно приятно в нее играть. Но новые игры, они достаточно плохо оптимизированы для Steam Deck. Ну как же я был удивлен, когда эта консоль, которую ты можешь держать у себя в руках, может запускать такие игры, как Red Dead Redemption, Assassin's Creed, God of War. Но, к сожалению, Steam Deck не может вывозить уже максимально современные игры, такие как Alan Wake 2, Horizon Forbidden West или Dragon's Dogma. И если у тебя есть в библиотеке игр Steam много игр, ты можешь проверить их оптимизацию для Steam Deck, чтобы понять, можешь ли ты играть в свою библиотеку или нет, что и позволяет тебе быть в курсе всех новинок и что нужно сделать, чтобы можно было играть именно на Steam Deck. Скажу даже так, если игра вышла до 2020 года, она скорее всего будет идти отлично на Steam Deck. Даже можно будет поиграться с настройками, чтобы ты хотел играть в более хорошем качестве, или ты бы хотел растянуть время автономной работы на больший срок. Ведь сама начинка Steam Deck позволяет тебе управлять некоторыми функциями, которые могут позволить тебе расширить время автономной работы до нескольких часов игры. Это очень круто. Конечно же, на него можно установить и эмуляторы. Это интересная штука, я ей лично никогда не пользовался, но знаю, что многим это хорошо заходит. Ведь однозначно многие любят поностальгировать, зайти в какую-то старую игру, те же герои и еще что-то, и поиграть в свое свободное время. А еще я забыл рассказать, что в нем есть операционная система Linux, а это обычная оперативная система. Это значит, что ты можешь спокойненько подключить клавиатуру и мышку и сидеть за ним как за компом. Ну, опять же, если ты его подключишь к монитору или к телевизору. Ну и с офисными задачами он справляется вообще отлично. Ютубчик посмотреть, заполнить какие-то формы, документы прочесть. Это просто песенка. Когда ты выключаешь Steam Deck, игра находится в стендбай моде. Она, понятное дело, кушает какой-то процент заряда, но этого заряда хватает примерно на неделю. И каково было мое удивление, когда спустя неделю после того, как я не поднимал Steam Deck, я открыл игру, и она была на том же месте, и даже не нужно было в меню заходить. Это просто шедевр. А ведь со Steam Deck это настолько удобно, что ты даже себе не представляешь того кайфа, когда ты просто подходишь к консоли, нажимаешь включить, а у тебя уже начинается игровой процесс. И не нужно ждать никаких загрузок, не нужно думать о том, сохранился ты или нет. Игра будет в стендбае еще где-то неделю, наверное, пока он сам не разрядится. У меня на самом деле было много игровых устройств. У меня есть Sony, Nintendo Switch, мощный ноутбук, на котором можно поиграть. Но все это уходит в сторону, когда я просто беру в руки Steam Deck, ложусь в кровать или на диван и начинаю играть. Фреймрейт хороший, геймпад удобный, и вообще мне больше ничего для этого счастья не нужно. Звучит как чудо-девайс, правда? Но мы пока еще не касались минусов этого девайса. Подписывайся, чтобы быть в курсе всяких новинок, игр, кино и вот таких вот гиковских штучек. Если ты запускаешь достаточно требовательную игру, то будь уверен, все соседи в твоей комнате поймут, что ты начал играть во что-то крутое. Меня лично это вообще никак не беспокоит, потому что я закинул наушники и вообще не парюсь, что там происходит вокруг меня. Просто погрузился полностью в игровой процесс. Еще меня достаточно часто забавляет тот факт, что Steam считает игру неиграбельной, но с помощью некоторых манипуляций можно заставить ее играться вполне себе нормально, удобно и без всяких лагов. Некоторые игры все еще играются через костыли. И также не работает античит, а это закрывает доступ тебе к Fortnite, к Apex и еще каким-то сессионным играм. Но я считаю, что Steam Deck это сугубо для офлайн режима. Иногда приходится идти на какие-то компромиссы или ухищрения. Допустим, Red Dead Redemption 2.
Это офигенная игра, которую можно спокойно пройти на Steam Deck. Но на стоковых настройках это может быть немножко проблематично. Поэтому нужно зайти в BIOS и назначить там 4 гигабайта видеопамяти. Это не всем удобно, и не всегда это удается выполнить обычному пользователю, но это нужно брать во внимание, что, беря такую консоль себе, ты будешь сталкиваться с некоторыми такими моментами. Для многих может стать проблемой аккумулятор, но тоже нужно понимать, что это портативное устройство, которое может запускать максимально требовательные игры. И в зависимости от типа игры у тебя может варьироваться автономность от 1,5 часа до 8 часов. Это, достаточно крутой показатель, как по мне. Допустим, RDR 2, тот же самый, он будет играть на нормальных настройках 1,5 часа максимум. Понятно, да, немного, но зато ты можешь играть где угодно. Но вот я проходил Dave the Diver где-то полгода назад, и мне его хватало максимально на 8 часов. И это действительно был такой достаточно интересный экспириенс, когда можно было Steam Deck сам не заряжать достаточно долго. Так что же по итогу, в 2025 году Steam Deck брать или не брать? Зависит, конечно, от твоих предпочтений, потому что если ты хочешь играть только в современные игры и в хорошем фреймрейте, скорее всего, да, Steam Deck тебе брать не стоит, и лучше уже подождать вторую версию или что-то там подобное должно выйти, я надеюсь, в скором времени. Но если у тебя была, как и у меня, игровая импотенция, когда вообще не хочется играть ни в какие игры, потому что нужно подойти, загрузить, дождаться закрутки уровня, начать играть, потом тебя кто-то зовет, ты судорожно начинаешь сохраняться, пытаешься выйти из игры, и только потом ты можешь идти, то Steam Deck отлично справляется с этой задачей. Ты можешь позволить себе спокойненько нажать одну кнопку выключения, он уходит в стендбай мод, и ты идешь себе по делам. Потом, когда появится свободное время, ты возвращаешься и продолжаешь играть ровно с того же места, где остановился. Особенно круто, если у тебя есть большая библиотека игр, которые ты бы хотел поиграть, но просто не было времени, желания или возможности их пройти, то Steam Deck с этим справится на отлично, потому что взял с собой в дорогу, перед сном поиграл полчасика и прикольно проходишь все игры. Но вообще, если так, не кривить душой, я считаю это прикроватным устройством, то есть у тебя всегда под боком должна быть зарядка. Когда ты играешь, ты не паришься о том, что у тебя разрядится сейчас аккумулятор или еще что-то, но с возможностью поиграть где-то в дороге часик-полтора во что-то мега крутое. А если вспомнить, что это устройство плюс-минус стоит 300 евро, которое может запускать все-таки Киберпанк и Red Dead Redemption, ты должен понимать, что это устройство сверх нормы и стоит однозначно своих денег. А когда я запускал Sony эксклюзивы, я был просто до поросячьего визга счастлив, что я могу это сделать на своем Steam Deck. Причем на данный момент не осталось ни одного истинного Sony эксклюзива, поэтому сейчас я пойду продолжать играть в Days Gone. А что думаешь ты, есть ли будущее у такого портативного гейминга? Или все-таки стационарный ПК это сила? Ну и по классике, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Всем пока!